Всем привет, это Денис Вебер. Сейчас о трансформерах знает не только каждый ребенок, но и огромное количество взрослых. Колоссальная медиа-франшиза, созданная компанией Hasbro, продолжает развиваться нереальными темпами. Страшно подумать, но только полнометражных фильмов про этих роботов на данный момент было снято целых 6 штук. Если сейчас авторы этих фильмов ставят на первое место заработок денег, то в далеком 80-м году они и не могли представить, во что все это выльется. Сегодня я хочу вернуться немного назад, во времена моего детства, и вспомнить вместе с вами, может быть, не таких эффектных и местами угловатых, но больше всего любимых героев самых первых мультфильмов про трансформирующихся пришельцев из космоса. У меня были трансформеры, и я смотрел одноименный мультсериал, но был настолько мал, что не особо понимал всю суть сюжета и разворачивающуюся между героями драму. Я просто знал, что есть добрые роботы-автоботы и злые десептиконы, и этого было достаточно. Только сейчас, готовя это видео, я нашел много новых для меня, но, казалось бы, очевидных для всех фактов. Например, узнал, что игрушки создавались на волне успеха сериала, а не наоборот. Или что каждый из трансформеров мог просканировать объект и превратиться в него. Это объясняет, почему предводитель автоботов Optimus Prime в разных фильмах выглядит по-разному. В современности он тягач Peterbilt 379, а в 80-х Freightliner FLA прямиком из фильма Терминатор 2. В магазинах игрушек до сих пор можно найти огромное количество самых разных модификаций Прайма, автоботов и их врагов. В этом видео я расскажу о том, как создавал модель Оптимуса Прайма 80-х годов и смоделирую для него настоящий заброшенный ангар, в котором он будет трансформироваться в тот самый грузовик. Обязательно досмотрите ролик до конца, будет интересно. И не забудьте подписаться на Polyroad, чтобы ничего не пропустить. Если вы обратите внимание на анимацию трансформации в фильмах, то поймете, что по размеру и частям одна форма трансформера не соответствует другой. Создатели частенько вообще не показывают полную трансформацию или перекрывают картинку какими-то препятствиями или сменой кадров. В мультсериале, наоборот, все достаточно упрощено, и трансформация занимает буквально пару секунд. Мне же хотелось показать трансформацию так, если бы трансформер реально превращался из робота в машину. На помощь пришли игрушки. Как я говорил, есть огромное количество разных модификаций. Ну а я остановился на версии MP10 самого первого поколения G1. Этот трансформер больше других похож на того, который был у меня самого в детстве. Погуглив информацию о MP10, я наткнулся на это видео, которое сильно облегчило мне жизнь. Трансформер состоит из нескольких частей, и я сделал что-то типа блокинга, чтобы определиться с тем, как и где будут располагаться его части. Если бы я занимался 3D в 80-х, такая моделька вполне могла сойти за подходящую, и можно было бы остановиться прямо на ней. Вообще, я старался делать модель как можно более похожей на оригинальную игрушку, чтобы потом не было проблем с трансформацией. Но, как обычно, это не то, чтобы сильно помогло. Например, эта решетка вообще убирается под днище машины, а настоящая решетка радиатора скрыта совсем в другом месте. Раскрашенная, пусть самыми обычными цветами моделька, всегда смотрится гораздо лучше серой, и моделировать ее интереснее. Но позже я добавлю Оптимусу железные части с потертостями и сколами, такие, если бы он уже побывал в большом количестве боев. На спине у Прайма находится что-то вроде багажника, где хранится его оружие. Я не стал добавлять оружие, так как планировал делать трансформацию из робота в машину, а не наоборот. Несмотря на то, что решетка радиатора спереди там просто для красоты, трубы на руках выполняют свою прямую функцию и при трансформации находятся точно на своих местах. Я думаю, что создавать игрушки трансформеров настолько же сложно, как и интересно. Ведь человеку нужно продумать все так, чтобы и робот, и техника, в которую он трансформируется, выглядели реалистично. И чтобы все части убирались в нужные места. Задние колеса грузовика заботливо спрятаны за крыльями по бокам. Забегая вперед, скажу, что после создания анимации и бесконечного просмотра видео с трансформацией игрушки, это устройство модельки уже не кажется настолько сложным. Для колес я добавил обычные цилиндры, но не беспокойтесь, чуть позже я заменю их на более реалистичные, ведь после трансформации в грузовик Оптимус поедет именно на этих колесах. Ступни модельки трансформируются в фары. Это удобно, потому что при желании автобот сможет включить фары и спокойно бежать в темноте, глядя себе под ноги. Когда я моделировал ступни, то вспомнил про еще одну игрушку Вольтрона. Не знаю, относится ли вообще этот робот ко вселенной трансформеров, но он был очень крут. Каждая из частей Вольтрона, по сути, была отдельным трансформером. И если бы я моделировал
смоделировал Вольтрона, то вместо ступней у него были бы полноценные машины-трансформеры. Круто, что Optimus Prime уже начинает приобретать свой узнаваемый вид. Если некоторые части трансформеров вам тоже напоминают трусы, то не переживайте, вы такие не одни. Эти самые трусы — одна из тех частей, которые не видны при трансформации робота в машину, а скрыты снизу кабины. Если присмотреться, то у Оптимуса много разных ручек, люков и других мелких деталей. Я решил включить фантазию и добавил от себя еще несколько элементов, кроме тех, что увидел на игрушке. Какие-то элементы созданы специально для людей и их удобства. Например, эта подножка здесь для того, чтобы водителю грузовика проще было попасть в кабину. Или дворники на лобовых стеклах добавлены для лучшего обзора во время дождя. Не знаю, как работают трансформеры, но думаю, что они могли бы сэкономить много своих сил и материала, если бы не копировали транспорт один в один. Настоящая решетка радиатора и передний бампер спрятаны за лобовыми стеклами, которые открываются как дверцы шкафа во время трансформации. Я добрался до создания колес и переделывал их пару раз, пока меня не устроил результат. Как и другие объекты в Blender, их можно создать разными способами. Ну а я просто смоделировал стандартные колеса грузовика с большим протектором. Доделав все основные элементы, я решил, что нужно проверить, как будет трансформироваться робот и потребуется ли подгонять детали после его трансформации. Мне все-таки пришлось менять некоторые детали уже ближе к концу моделирования, поэтому тестовая трансформация не сильно помогла. Но общий принцип я все равно уловил. Я разобрал трансформера и стал его дорабатывать. Одна из главных деталей, конечно же, голова. Если рассуждать логически, в ней находится мозг или центральный процессор, она управляет всем телом, а еще не участвует в трансформации, а просто в нужный момент скрывается в безопасном месте. Все, что мне осталось смоделировать — руки. По моей задумке, они не будут участвовать в анимации, поэтому достаточно сделать геометрию и не добавлять ей скелет и кости. А пальцы просто загнуть под нужным углом, чтобы они были сжаты в кулак. Я подумал, что было бы неинтересно смотреть на Оптимуса Прайма на каком-нибудь белом или сером фоне. Куда круче, если он будет находиться в настоящем ангаре. Поэтому я решил смоделировать старый ангар с потертыми стенами и мутными стеклами. По ангару чуть позже я разбросал камни, бочки с радиоактивными отходами и сломанные части самого трансформера. Наконец-то пришло время покраски. Я разделил автобота на 3 части и подготовил для него UV-развертку. Именно покраска — моя самая любимая часть в создании 3D моделей. После создания текстур куски из полигонов серого цвета магическим образом превращаются в реальную фотореалистичную фигуру. Я покрасил части Оптимуса в синий и красный цвета, добавил потертости и сколы на металле и не забыл про логотип автоботов на плече. И именно по нему можно отличить хороших трансформеров от плохих. Для ангара я тоже создал текстуры с потертым металлом и старой краской и настроил свет для всей сцены, чтобы он пробивался своими лучами через старые пыльные помещения. Мне осталось оживить трансформера и показать его во всей красе с помощью анимации. Это интересный, но монотонный процесс, поэтому прямо сейчас я пропущу его и покажу вам полностью готовое видео. Я даже не мог и подумать, держа в детстве игрушку Оптимуса Прайма в руках, что когда-нибудь буду создавать настоящий, пусть и совсем короткий мультфильм с любимым героем. Я, как обычно, получил большое количество опыта, но еще больше удовольствия от создания этого проекта. Напишите в комментариях, понравилась ли вам тема трансформеров, и поддержите видео лайком. И я продолжу создавать новые ролики про автоботов и десептиконов. Я уже посматриваю в сторону Мегатрона. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять Poly Road в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.